Он блистает на сцене, но за кулисами скрывает боль. Его голос узнают с первых секунд, а лицо на обложках модных брендов. Феликс из Stray Kids не просто айдол, а человек, прошедший через серьезные травмы, критику и душевные испытания. Но несмотря на все, он продолжает творить и вдохновлять. Сегодня ты узнаешь все самое интересное и печальное из жизни корейского айдола. Феликс родился 15 сентября 2000 года в городе Сидней в Австралии. Его полное имя Ли Йонбак. Он вырос в теплой корейской семье, где воспитывался в духе уважения, дисциплины и любви к традициям. С самого детства он был активным и разносторонним ребенком. Он занимался тхэквондо и даже получил черный пояс, выиграв более 60 медалей. Помимо спорта, он увлекался танцами и музыкой, мечтая о сцене, где сможет проявить себя по-настоящему. Но детская мечта вскоре превратилась в цель. Оставив родную Австралию, он решает отправиться в Южную Корею, чтобы пройти кастинг и добиться места в мире поп. Так началось настоящее испытание, путь, полный сомнений, боли и побед. Когда Феликс прибыл в Южную Корею, он почти не говорил по-корейски и чувствовал себя чужим. Ему было всего 16 лет, и он сразу оказался в суровой системе подготовки айдолов под агентством Joy Entertainment. Каждый день многочасовые тренировки, уроки вокала, танцев и языка. А рядом десятки других трейни, мечтающих о том же. В 2017 году он стал участником шоу Stray Kids, где отбирались будущие участники одноименной группы. Но путь Феликса едва не закончился слишком рано. На одном из этапов шоу он получил низкие оценки за свои выступления и был исключен. Решение агентства стало для него настоящим ударом. Он был подавлен и почти потерял надежду, считая, что подвел свою семью и мечту. Но именно в этот момент случилось неожиданное. Фанаты шоу и другие участники группы выразили поддержку Феликсу. А лидер группы Бен Чан настаивал на его возвращении. JYP прислушалась к зрителям и к команде, и в итоге Феликс получил второй шанс. Он вернулся. И с этого момента больше не упускал ни одного шуга. Каждая репетиция, каждое выступление словно последнее. Он работал вдвое усерднее, чтобы доказать, он достоин сцены. Так Феликс стал частью официального состава Stray Kids группы, которая позже перевернет к поп-индустрию. Когда Феликс впервые появился на сцене, многие не поверили своим ушам. Хрупкий и внешне мягкий юноша неожиданно обладал необычайно глубоким и хрипловатым голосом, который будто не соответствовал его внешности. Этот баритон стал шоком не только для поклонников, но даже для некоторых профессионалов индустрии. Голос Феликса мгновенно стал фирменной чертой Stray Kids, его низкие рэп-вставки, вставленные между высокими вокальными партиями других участников, создавали резкий контраст и цепляли с первых секунд. Но за этим талантом стояла не просто природа. Феликс годами работал над контролем своего дыхания, произношением и стабильностью звучания. Он часто терял голос после концертов, особенно в начале карьеры, когда крик и волнение сказывались на связках. Были моменты, когда он едва мог говорить, не то чтобы петь. И он переживал, а вдруг его голос – это не благословение, а препятствие. Но он не сдался. С помощью вокальных тренеров, физиотерапии и самодисциплины он научился беречь свой тембр и использовать его как мощный инструмент на сцене. Сегодня именно этот голос узнается во всем мире. Голос, который когда-то чуть не подвел его, стал его силой. Пока фанаты радовались новым выступлениям и видеоклипам Stray Kids, внутри группы начиналась борьба, о которой мало кто знал. Феликс все чаще жаловался на боль в пояснице. Сначала он думал, что это обычное перенапряжение от репетиций, но со временем боль стала невыносимой. Весной 2022 года врачи поставили диагноз «межпозвоночная грыжа». Это не просто болезненное состояние, оно грозило полной потерей подвижности, если не лечить вовремя. Для айдола, чья жизнь состоит из танцев, прыжков и сцены, это было похоже на приговор. Феликс был вынужден пропустить часть мероприятий и остановить тренировки. Он едва мог двигаться без боли.
Он лежал в клинике, слыша, как остальные участники продолжают выступать, и чувствовал, что теряет все, ради чего приехал в Корею. Но снова он не сдался. Сложная терапия, ежедневные упражнения, ограничения в выступлениях и четкий контроль за нагрузками помогли ему вернуться. Он стал выступать с адаптированной хореографией, но с той же страстью и самоотдачей. С тех пор его боль стала постоянным спутником. Он продолжает танцевать и выступать, зная, что в любой момент может случиться рецидив. Но он не отказывается от сцены. Он выбрал борьбу. 15 февраля 2025 года. Фанаты Stray Kids ждали особенного события юбилейной фан-встречи под названием SKZ5 Clock, посвященной пятилетию группы. Все билеты были раскуплены задолго до даты, и тысячи поклонников с нетерпением ждали встречи со своими кумирами. Но за несколько часов до начала мероприятия случилось непредвиденное. Автомобиль, в котором находился Феликс, попал в дорожное происшествие. По сообщениям, машина столкнулась с автобусом на перекрестке в Сеуле. Столкновение не выглядело критическим, но Феликс получил травму сдавления нерва и перелом в области руки. Он был госпитализирован и срочно снят с участия в фан-встрече. JYP Entertainment выступила с официальным заявлением, подтвердив инцидент и заверив, что артисту оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для фанатов это было шоком. Не потому, что он пропустил мероприятие, а потому, что это был Феликс. Тот, кто всегда выходит на сцену, даже если больно. Тот, кто никогда не жалуется. И если он не смог прийти, значит, действительно произошло что-то серьезное. Эта авария вновь поставила под угрозу его физическое состояние. Фанаты начали кампанию поддержки, заливая сети хэштегами в духе решетка Гител Сонфилих. А сам Феликс, даже из больничной палаты, написал короткое сообщение. «Мне жаль, что я не с вами. Я вернусь. Обязательно». Он и правда вернулся. С повязкой на руке, с осторожными движениями, но с той же улыбкой и верностью сцене. В жизни каждого публичного человека бывают моменты, когда одно неосторожное слово способно обернуться бурей. Такой день настал для Феликса в августе 2024 года. 15 августа, в день освобождения Кореи от японской оккупации, он оставил, казалось бы, безобидное сообщение в Bubble фанатском приложении. В посте он упомянул одну из своих любимых японских песен и поделился, что она придает ему сил в трудные дни. Но фанаты тут же заметили, в какой именно день он это сделал. Для многих корейцев 15 августа не просто дата. Это день памяти, боли и национальной гордости. А упоминание японской культуры в такой момент было воспринято как неуважение и незнание истории своей страны. Интернет моментально взорвался критикой. Феликса обвинили в невежестве и бессердечности. Некоторые требовали извинений. Для идола с безупречной репутацией это стало первым настоящим публичным ударом по имиджу. Но Феликс не стал отмалчиваться. Он быстро опубликовал искренние извинения, где признал свою ошибку, назвал это проявлением недостатка исторических знаний и пообещал: «Я буду учиться и расти. Простите, если задел ваши чувства». Фанаты, зная его добросердечный характер, вскоре смягчились. Многие стали защищать его, напоминая, что Феликс вырос в Австралии и только позже начал вникать в корейскую культуру. Этот эпизод стал для него важным уроком. Популярность – это не только сцена, но и ответственность. И он сделал выводы. Несмотря на боль, травмы и давление популярности, в Феликсе есть нечто особенно редкое, теплое, искренняя душа, которая не стремится только к славе. Он не просто айдол. Он человек, который действительно хочет делать мир лучше. С ранних лет он участвовал в благотворительных инициативах, но особенно активно его деятельность начала проявляться с 2020 года. Феликс стал сотрудничать с организациями Save the Children и UNICEF, и его вклад был не только финансовым, но и личным. Он использовал свою платформу, чтобы говорить о помощи детям, правах и защите слабых. В январе 2024 года он внес пожертвование в размере 100 миллионов вон,
примерно 75 тысяч долларов, в фонд помощи детям Лаоса. Это был не просто жест доброй воли, его поступок включил его в Nichev Honors Club, и он стал одним из самых молодых айдолов Кореи, получивших такой статус. Позже он отправлял средства в поддержку жертв землетрясений в Турции и Сирии, а также поддерживал проекты по защите детей в странах Азии. На фанатских мероприятиях он не раз говорил: «Если я могу принести свет хоть одному человеку, значит, и я все делаю правильно». Этот внутренний свет Феликса ощущается во всем в его тоне, в обращении к поклонникам, в его поступках. Когда на сцене он сияет, это не просто образ. Это отражение его настоящего «я». И пока одни зарабатывают славу, он строит мосты от сердца к сердцу. Когда речь заходит о поп-айдолах, образ — это нечто большее, чем просто стиль. Это голос бренда. Это лицо поколения. И Феликс стал именно таким лицом. С первых дней в Stray Kids он выделялся не только голосом и пластикой, но и визуальным стилем. Его внешность сочетает мягкие черты с яркой харизмой. Блондинистые волосы, фарфоровая кожа, выразительные глаза, глубокий взгляд – все это сделало его желанным гостем на показах и в рекламных кампаниях. В 2023 году Луи Вуиттон официально сделал Феликса своим амбассадором. Он стал первым участником Stray Kids, заключившим контракт с мировым домом моды такого уровня. Это был не просто рекламный снимок. Феликс лично вышел на подиум Луи Вуиттон, представив их коллекцию на неделе моды. Мир моды был ошеломлен. Модельеры называли его естественным хамелеоном, способным подстроиться под любой образ от утонченной классики до авангардного уличного стиля. Позже к нему обратились и другие бренды. Samsung, Gongcha, Urban Decay, а также корейские дизайнерские дамы. Он стал лицом Galaxy S25 Edge, снялся в нескольких премиум-рекламах, которые разлетелись по всему TikTok и Instagram. При этом он никогда не выглядел искусственно. В каждом образе оставался собой скромным, добрым, но сильным внутренне. Мода для него — это не просто одежда. Это еще один способ самовыражения, где он может сказать о себе без слов. А теперь ваша очередь, друзья. Напишите в комментариях, откуда вы и на каком языке слушаете наш выпуск. Давайте покажем, насколько Феликс любим по всему миру.